Здравствуйте! Большая просьба к вам. Для того, чтобы максимальное количество человек узнало, что никто не вправе заставить сделать прививку, то после просмотра ролика поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий о вашем отношении к принудительной вакцинации. Расскажите в комментариях, как вас заставляют на работе сделать насильно прививку, и отправьте эту ссылку на видео знакомым. Пусть знают, что никто не может вас силой заставить сделать прививку. Помогите, пожалуйста, своей активностью распространить это видео. Приказом Минздрава России номер 125-Н утвержден национальный календарь профилактических прививок, которым определены категории граждан и профессии, подлежащие обязательной вакцинации. То есть, если вы работаете учителем в школе, врачом, сотрудником полиции, то подлежите обязательной вакцинации от гриппа. Если вы не сделаете прививку от гриппа, то работодатель обязан отстранить такого работника от работы, а соискателю отказать в приеме на работу. Но в данном перечне нет прививки от коронавируса. Следовательно, работодатель не имеет права отстранить работника от работы, если он не сделал прививку от коронавируса. Притом, обратите внимание, что если работодатель настаивает на том, чтобы вы сделали прививку от коронавируса, а вы отказываетесь, то вы не обязаны писать работодателю письменный отказ от вакцинации, так как в национальном календаре профилактических прививок прививки от коронавируса нет. Соответственно, требовать от вас отказа от прививки работодатель не имеет права. Ни один работодатель в России не может требовать от вас того, чтобы вы сделали прививку от коронавируса, так как в законодательстве не содержится требования ни для одного гражданина России делать прививку от ковида. Но еще важная информация. В России есть также календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Вот в него включена прививка против коронавируса. И эта вакцинация стала обязательной для многих граждан. С перечень граждан, которые перечислены в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, вы можете ознакомиться вот в этом ролике у нас на канале. При угрозе возникновения и распространения коронавирусной инфекции главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации наделены полномочиями выносить постановления о проведении прививок граждан по эпидемическим показаниям. То есть, пока главный санитарный врач вашей области, края, республики не вынес постановление, что в регионе тяжелая эпидемическая ситуация и надо начать прививать людей, то до этого момента календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям не применяется. Но даже если санитарный врач примет такое решение, то с одной стороны вы обязаны сделать такую прививку, но за вами остается право отказаться от прививки. Но тогда работодатель будет обязан отстранить вас от работы без содержания. Стоит отметить, что с 2019 года ни один санитарный врач ни одного региона России такого постановления не принимал. То есть, давайте подведем итог. В России нет принудительной вакцинации. Вы всегда можете от нее отказаться. Если же ваш работодатель достает вас и требует сделать прививку, то посмотрите вот это видео. В нем мы подробно рассказываем, как юридически правильно отказаться от вакцинации. За последние 3 дня зрители нам написали более 4000 комментариев о вакцинации. Ответить на каждый из них мы не можем чисто физически. Поэтому мы решили провести 12 мая в 19:00 по московскому времени прямую трансляцию для всех желающих, где подробно и со ссылками на законодательство проговорим все юридические аспекты вакцинации. Подробная информация о том, как принять участие в прямой трансляции, мы опубликуем в ближайшее время в нашей группе в Телеграме. Ссылка на нее размещена в комментариях и описании к видео. Присоединяйтесь к нам.